Балтийский вокзал? Здрасте. Да. Как настроение у вас? Чего такая грустная? Плохо все, мужики козлы. Ну, Все, что ли? не все, наверное, но большинство, особенно мой. А я смогу здесь проехать или мне нужно назад? Нет, нужно разворачиваться. Понятно. Так, все мужики козлы, а не все, только ваш. Только мой. Только ваш. А что с вашим мужчиной не так? Налево ходил. Домой пришла, он с тёлкой лежит, козел. Прямо Но он не знал, что я приду, да. жесть. Урод вонючий. Что, прям вот так реально у вас дома вместе с Ну женщиной? да, с девушкой лежит на кровати. 2 года вместе были. Теперь из-за этого дебила домой ехать. А Только время зря потратила. вы не местная, да? Нет. Понятно. Так и до лесбиянки недалеко. Популярная нынче, кстати, тема. Ну вы не расстраивайтесь, ну, блин, всякое же бывает в жизни. В жизни всякое бывает. Но я могу сказать, наверное, что ведь это и с женщинами такое случается. То есть мужчина тоже ухаживает, приходит, а она в постели пассива с другим. И тоже частенько. Но как бы переключаться на женщин не стоит. Надо пробовать. Может быть, ваш мужчина, он еще где-нибудь, предположим, водит такси вдруг. И он окажется очень нехорошим парнем. Такое же может быть. Вполне. Возможно. Возможно. Или, может быть, не такси, может быть, он управляет каким-нибудь фондом с миллиардным капиталом или еще что-нибудь. Но лучше, чтобы это был таксист, потому что вы очень симпатичная. Спасибо. Пожалуйста. У меня просто... Я выпил много кофе с утра, и у меня хорошее настроение, несмотря на то, что в Питере погода полная. Очень плохая погода. Качели, вот эти все погодные, они очень сильно Хорошо, когда водитель адекватный и настроение понимает. Я могу то же самое сказать про пассажирку. Как хорошо, когда садится не 150-килограммовый пьяный мужчина, прижимающий на первое сиденье, прижимающий меня вот так вот в левую сторону. И такое бывает? И сильно пахнущий прекрасным сочетанием портвейна с самогоном. Да, конечно, такое очень часто бывает. И я очень сильно люблю, когда у меня попадаются красивые девушки, которые еще и не стесняются со мной болтать по дороге. Жалко только, что у вас вот такая история печальная. Но надо вам как-то эту ситуацию исправлять. Вот прям Нет, чувствую. тоже с кем-нибудь пересплю, и все, делов-то. Точно. Вот это вот здравый подход на самом деле. Я бы, если бы был женщиной, я бы так тоже и поступил. А у вас девушка или жена есть? Нет. Ну, я не знаю, как сказать. У меня есть жена, но мы с ней в напряженных отношениях. Поэтому считайте, что... Беда. Ну, считайте, что да, я временно на паузе. На эротической диете, скажем так. Поэтому я и, конечно же, извиняюсь, что я так вот нападаю с вопросами, с расспросами. Я просто один из тех таксистов, кто все еще надеется, может быть, повстречать свою любовь. И вот сядет пассажирка из какой-нибудь, может быть, как у вас, печальной истории, а я вдруг ей неожиданно, может быть, невероятное что-то случится, понравлюсь, и, возможно, у нас что-то потом будет где-нибудь, а возможно и нет. А может, она едет рядом с вами? Не знаю. Не будем забегать вперед. Расскажите мне лучше про что-нибудь еще. Расскажите какую-нибудь веселую историю. Есть у вас какая-нибудь веселая история в загашнике? Веселых историй нет. Все Только грустные? Связанные С чем? С мужиками? говном, который только он в моей голове. Да.
Блин, ну это плохо. 2 года, говорите, да? Угу. Печалька. Печалька. Так может быть, вам не уезжать на самом деле, Упс, чуть Мерседес. Может, вам не уезжать на самом деле, а попробовать, остаться там и, ничего страшного, перетерпеть этот момент, там, замутить, может быть, с кем-нибудь еще. Есть же такой вариант, например, нет? Есть, но я на самом деле не хочу тут оставаться, потому что уже и давно живу тут и по дому соскучилась. Пора в Лугу гнать. Пора в Лугу гнать. Да, хочется домой, и, может быть, там меня все это отпустит. Понятно. Но вы все равно не расстраивайтесь. Я уверен, что у вас все будет хорошо. Потому что я уже сказал, что вы очень красивая. Спасибо. Надеюсь, что так и будет. Точно так и будет. 100%. На самом деле, если бы еще была весна, то было бы у вас гораздо лучшее настроение, потому что светило бы солнышко, и вы, может быть, легче перевалили ваше вот это вот жесткое расставание с вашим мужчиной. Вообще, конечно, никогда не понимал мужиков, которые... Это он не нам машет. Нет. Никогда не понимал мужиков, которые домой таскают женщин. Это же какой-то вообще беспредел, мне кажется. Да? Не знаю, сколько раз он туда притаскивал. Ладно, я вовремя пришла, он не ожидал. Чушь поздно, чем никогда. Это да. Может быть, возле магазина остановите, я зайду за пивом. Можно Вы, пить у вас? конечно, очень красивая, но я не разрешаю пить у себя пиво. Но если вы обещаете мне, дать свой телефон и не разлить пиво, то мы заедем. Обещаю. Окей. Вы самый крутой водитель. Самый крутой водитель? Да. Но справедливости ради надо сказать, что вы не первая, кто мне это говорит, но это все равно очень приятно. Спасибо вам большое. Так, сейчас магазин там будет, Спар на углу. И, соответственно, я там останусь. Только единственное, пожалуйста, чипсы не берите. Я пиво еще переживу, а чипсы уже нет. Хорошо. На всякий случай, вдруг вы любите с каким-нибудь хреном, а нам потом, может быть, по-дружески придется вдруг поцеловаться в конце. Но это не точно, вы пока не пугайтесь, я так, типа, это юмор. Но с хреном лучше не брать. Вообще не буду чипсы брать. Спасибо. Доблестные сотрудники ДПС работают, не покладая рук. Так. Вон тут вход, я здесь постою на аварийке, хорошо? Вот вход здесь. Окей, жду. Очень хорошо пахнет девушка еще.
типа жизнь становится все лучше и лучше. Да? Да. Мгм. Жалко только, что мы уже подъезжаем. Мы на самом деле, если хотите, мы можем чуть-чуть посидеть, вы допьете давайте пиво я и допью. поболтаем, да? Мгм. Потому что То что вы... я одна буду. А вы, ну, успеете? Да, еще есть там время. Спасибо. За что спасибо? Это вам спасибо. Это нам что- спасибо, да. Точно. Что этим мужикам надо, да? Вы такая кайфовая, красивая, компанейская, пиво любите, а они все равно идут к другим женщинам. Почему? Скажите Да, мне. не только в пиве. Пиво еще и в постели хороша. А, да Не ладно. знаю почему. Да. Это прямо еще один бонус. Прям бонус тому, кто будет следующим в вашем романтическом эпизоде из жизни каком-нибудь. Так, там сейчас будет поворот на Митрофаневское, там заеду, там просто парковка есть, ну, чтобы здесь не стоять, а то Да, давай. не залкаться там. Я вас не сильно задерживаю. Вы меня очень сильно радуете тем, что вы такая вся прямо прекрасная. И мне очень нравится с вами общаться. Классно. И вообще вы мне очень нравитесь. Да. Сейчас. Так. Так, сейчас я вот сюда припаркуюсь, как раз место есть. Опа-на. Ну, короче, вот такие вот Поездка в была Питере классной. и поездка. Поездка была просто огонь. И я надеюсь, что все-таки вам в ближайшее время очень сильно повезет, и вы найдете себе просто шикарного мужчину. Опять же, повторюсь, возможно, он окажется даже таксистом. Многие не верят, что в такси могут работать вменяемые, хорошие люди, но такое возможно. Тем более, что вам просто с мужиком не повезло, с парнем не повезло, реально. Вот реально. Ну, да. Куда же деваться? Может быть, таксист этот сегодня едет со мной. Все возможно, все возможно. Может быть, он и едет сегодня с вами, а может быть и нет. Но мне хочется верить в то, что да. На самом деле я нервничаю как первоклашка, потому что у меня таких ситуаций крайне мало бывает, и мне, конечно, очень немножко так неловко. Но я надеюсь, что это скоро пройдет. Конечно, пройдет. И ваш ступор. На самом деле я легко возбудимый юноша, поэтому, наверное, все-таки Пойдет? Пройдет, надеюсь. Пройдет, да. Пойдет и пройдет. Я уже готов вас вести прямо в Лугу. Практически. Я могу вам номер телефона свой оставить. Обязательно. Но такое у меня не часто происходит. Крайне редко, я могу так сказать. И у меня в первый раз. Это прекрасно. Чего я так нервничаю? Чего это я так нервничаю? Ну, вы не нервничайте. Все будет хорошо. Я надеюсь, что будет.
Прямо здесь? А почему нет? Мне кто-то звонит, сейчас я скажу, что я чуть-чуть занят. Дружище. На чем мы остановились? Так, а На как моем здесь? Прямо здесь? На заднем сиденье можно. Ну, собственно говоря, блин, один раз живем, я думаю. Угу. Мне кажется, что меня все простят. Народ ходит вообще жесть. Ничего. Немного трясутся руки, но это просто потому, что мне пришлось дать отпор, и я понял, что все-таки так не нужно поступать, потому что я вроде как бы еще женат. Я просто не стал это выкладывать, что я там объяснял и как чего, но в целом это невероятный заряд позитива. но ничего не было. Всем пока!